Всем привет! В этом видео речь пойдет о гигантской траве, 3 декоративных бананах. Они перезимовали вторую зиму в обычных домашних условиях, и сейчас в середине марта они просыпаются. В этом видео я поделюсь своим личным опытом выращивания этих декоративных бананов. Покажу вам, как они выглядели прошлым летом и что я сделала, чтобы их перезимовать. Приобрела я бананы детками по 20 сантиметров в высоту в конце сезона в августе 2019 года. Они немного подросли за остаток лета и удачно перезимовали в подвале с окном при плюс 15 градусах. В июне 2020 я высадила их на лето в сад. Это очень хорошо сказалось на их росте, хотя и лето выдалось прохладное, сухое. В конце сентября ночные температуры падают до плюс 3, это уже очень холодно для тропических бананов, поэтому я приступила к их выкопке на зиму. Есть бананы зимостойкие, которые можно выращивать круглый год в открытом грунте с укрытием на зиму, но именно эти 3 тропических вида не способны перезимовать наши зимы даже с укрытием, поэтому их нужно выкапывать или же растить круглый год в горшке. Горшок я подобрала специально маленький, так как зимой бананы не растут, их корни должны быть в полусухом состоянии до марта. Даже не нужно присыпать корни свежей землей, главная задача воткнуть земляной ком, такой как он есть, в горшок для зимовки. У меня получилось это сделать с 3-й попытки, я даже убрала немного почвы с корней. И вот в таком горшке мой банан перезимовал. Важно обрезать листья, перевернуть этот банан листьями вниз, чтобы вытекла дождевая вода, скопившаяся в пазухах черешков листьев. Стебель должен быть сухим. Когда я уже пообнималась с этим бананом со всех сторон, я заметила паука. Ему придется переехать с такого шикарного дома. Я пауков не боюсь, но он явно не домашний. С этим суматранским бананом мне пришлось поступить немного иначе. За лето он нарастил одну детку справа от материнского ствола. И чтобы она тоже перезимовала, ее нельзя отделять. Придется выкопать большой ком земли, чтобы захватить ее в один горшок с материнским растением. Корневая у бананов поверхностная, их легко выкапывать. Горшок я взяла неправильный, керамический. Он зимой холодный для корней, как лед. Позже я пересадила эту музу в пластиковый горшок. Вторую зиму бананы жили только до декабря в подвале при плюс 15. Они там так уснули, что полностью облысели, и мне стало за них страшно. Я забрала их в комнату. Реакция на потепление до плюс 19 у них моментальная. В январе начали расти листья, а вместе с ними тля и клещик. Боролась с этими вредителями, протирая листья дегтевым мылом и опрыскивая маслом ним. Смотрите далее, как зарос детками самый распространенный в домах карликовый банан гном Кавендиш. Он считается комнатным растением до метра в высоту, способен плодоносить даже в комнатных условиях. Мой гном, правда, сейчас похож на лешего. Я ждала весны, чтобы им заняться и сделать как на картинке в рекламе. Один высокий стебель в центре и 2 маленьких по бокам. Корневище банана ризомного типа. Молодую поросль можно просто отламывать с кусочком ризома и корней. Один из таких бананчиков я посажу в горшочек отдельно. Но сейчас моя цель оставить только 3 растения в горшке и дать им возможность развиваться и красиветь. Когда они все в куче, то не дают дышать друг другу, и зимой их листья – это рассадник мучнистой росы и клещика. Я беру горшок впритык к корням и землю не меняю, так как через 3 месяца, 1 июня, я планирую высадить этого гнома на лето в сад, отъедаться до метра в высоту. До недавнего времени я думала, что это кашпо, какой-то динозавр или дракон без головы, пока не поняла, что это же банан с кожурой. В него я посажу отдельно детку музы Кавендиш. В конце лета я обязательно сделаю обзор прироста всех 3 бананов. Не пропустите это видео, подпишитесь на мой цветочный канал. Если вы любите экзотические растения, то попробуйте вырастить тропические бананы, музу, энсету.
Примерно с такой детки и выросли мои метровые растения. Зимой можно регулировать активность бананов с помощью температуры воздуха, усыплять понижением до плюс 10 и будить при плюс 20 градусах. Чтобы бананы не вытягивались, поливала их зимой только тогда, когда листья теряли тургор. Через пару лет я перестану высаживать эти бананы в сад и стану выращивать их исключительно как горшочную культуру. Но это уже другая история. Ухаживайте за растениями с удовольствием. Всем удачи и процветания!